Привет, друзья! Задумывались ли вы, какими будут города в будущем? Возможно, летающие автомобили и гуляющие среди людей роботы станут когда-то не сюжетом фантастического фильма, а обыденной реальностью. Современные футурологи предполагают, что к 2050 году в мегаполисах будут возвышаться километровые небоскребы, управляемые искусственным интеллектом. Умная техника будет работать самостоятельно, а люди станут использовать специальные экзоскелеты, придающие суперсилу. Сбудутся ли прогнозы? Поживем – увидим. А пока мы покажем вам 10 уникальных проектов будущего. Япония, Китай, Саудовская Аравия наиболее активно работают над созданием футуристических городов. Но и другие страны не отстают. Линейный город, город под водой, смарт-сити, плавучий город. Такой архитектурный прорыв ожидает нас в ближайшем будущем. Над некоторыми из этих уникальных городов уже начали работу, другие планируют возвести через несколько лет, а третьи находятся на стадии заморозки, ведь пока не существует необходимых технологий. В любом случае, каждый проект достоин внимания, так что садитесь поудобнее, ведь мы отправляемся в тур по 10 городам будущего. Поехали! Воуэн-Сити, Япония. Оказывается, компания Toyota Motor может быть не только инноватором в автомобильной индустрии, но и с нуля построить автономный город будущего. Воуэн-Сити переводится как «город, сотканный из множества волокон». Он расположится в паре часов езды от Токио у подножья знаменитой горы Фудзи, на территории бывшего завода автопроизводителя. Площадь умного города составит 700 тысяч квадратных метров. Первыми его жителями станут 360 сотрудников Toyota, ученых и пенсионеров. Со временем население планирует увеличить до 2000 человек. Функционировать город будет за счет солнечной и геотермальной энергии. Воуэн-Сити представит собой смесь жилых и коммерческих зон, парков, деревянных домов и зеленых насаждений. Это будущая живая лаборатория, где в реальных условиях будут тестировать новые технологии. Искусственный интеллект, умные дома, беспилотный транспорт и роботов. Люди, здания, транспортные средства в городе будут связаны между собой с помощью данных и датчиков. Проект рассчитывают завершить к 2024 году. The Line, Саудовская Аравия. Немало шума наделал и арабский проект NEOM, в рамках которого началась работа над футуристическим городом The Line. NEOM – это пустынная территория на северо-западе Саудовской Аравии, в провинции Табук на берегу Красного моря. NEOM, то есть новое будущее, будет включать в себя несколько регионов, одним из которых является The Line. Что же такое The Line? Это линейный эко-город, что будет состоять из двух протяженных зданий, расположенных параллельно друг другу и соединенных между собой мостами. Высота сооружений составит 500 метров, ширина 200 метров, а протяженность около 170 километров. Гладкий зеркальный фасад будет отражать море, пустыню, горы и парки между ними. Проект нацелен на использование новой концепции безгравитационного урбанизма, что означает трехмерное расположение инфраструктурных объектов один слой над другим. Таким образом, ежедневно используемые места, школы, магазины, больницы, парки расположатся в шаговой доступности от квартиры. Здесь могут комфортно разместиться несколько миллионов человек. Автор проекта принц Мухаммед ибн Салман обещает завершить строительство к 2030 году, но инженеры утверждают, что сроки сдвинулись. Нет-Сити, Китай. Как же список городов будущего может обойтись без китайского экономического чуда? Правильно, никак. Футуристический умный город Нет-Сити будет построен на участке мелиорированных земель вдоль залива Дачань в городе Шэньчжэнь. На площади 2000 квадратных метров, приблизительно как размер Монако, возникнет инновационный город внутри существующего города. Изюминкой Нет-Сити станет отказ от автомобильного транспорта и использование энергосберегающих технологий. Город будет оснащен необходимой инфраструктурой, а транспортное сообщение будет проходить на подземном уровне. На поверхности будут лишь пешеходные и велосипедные дорожки. Никакого уличного движения, только много зелени и инновации. Главной особенностью Нет-Сити или чистого города будет максимальная экологичность и безопасность. Первая фаза строительства завершилась в 2022 году, а полное окончание проекта планируется в течение 7 лет. Затем в этом уникальном месте смогут поселиться не менее 80 тысяч человек. Экон-Сити, Сенегал.
Американский рэпер Akon тоже строит свой город. Звучит безумно. Но это так. Певец имеет сенегальские корни и много делает для развития Африки. В 2018 году рэпер анонсировал строительство Akon City и запуск собственной цифровой валюты A-Coin. Все расчеты в футуристическом городе должны вестись исключительно в этой криптовалюте. Город будет расположен вблизи столицы Сенегала Дакары, на площади около 8 квадратных километров. Akon планирует создать экологически чистый город, который будет полностью питаться от солнечной энергии и предоставлять местным жителям доступ к надежным источникам энергии и современным технологиям. Akon City будет оснащен искусственным интеллектом, технологией блокчейн и другими инновационными решениями. Благодаря этому проекту Сенегал станет лидером в использовании возобновляемых источников энергии и даст пример другим странам. Строительство Akon City планируют завершить в течение 10 лет, но отдельные части города будут доступны для использования уже в ближайшие годы. Akon — это африканский Илон Маск, как считаете? Elysium City, Испания. Первый в Европе Smart City появится в Испании. Первый этап работ завершится уже в 2023 году. Идею создания Elysium City придумал бывший президент компании Walt Disney Джон Кора, а за разработку проекта отвечает компания Кора Альфа. Созданный с нуля город будущего будет работать исключительно на солнечной энергии. Он разместится недалеко от Кастельбланка в автономии Эстремадура на юго-западе Испании. Elysium City будет соответствовать целям ООН в области устойчивого развития, среди которых ответственное потребление, качественное образование, гендерное равенство и чистая энергия. Здесь планируют возвести до 2000 жилых объектов, железнодорожный вокзал, тематический парк в стиле Диснея, спортивный стадион и многое другое. В жилых кварталах будут обустроены зеленые зоны, умная уличная инфраструктура, цифровые автобусные остановки и бесплатный Wi-Fi по всему городу. По плану к 2028 году должен завершиться второй этап строительства, и в Elysium City появится гоночная трасса Формулы-1 и центр верховой езды. Масдар-Сити — Объединенные Арабские Эмираты. Идея создать экологически чистый город в Объединенных Арабских Эмиратах появилась в 2006 году. Возведение Масдар-Сити было инициировано правительством страны в 17 километрах от столицы, вблизи международного аэропорта Абу-Даби. Амбициозный футуристический проект находится на этапе строительства, а его завершение планируется на 2025 год. Город проектируется британской архитектурной фирмой Foster & Partners. Предполагается, что в эко-городе площадью 6 квадратных километров будут жить до 50 тысяч человек, а еще около 60 тысяч будут каждый день приезжать на работу. Масдар-Сити станет первым в мире городом с нулевым выбросом углерода, ведь он будет работать только на возобновляемых источниках энергии. Это будет зона, свободная от транспорта и промышленных предприятий. Сверху Масдар будет накрыт специальной ажурной конструкцией, которая будет защищать людей от палящего солнца. Все здания построят в футуристическо-космическом стиле. Вокруг посадят много зелени, а по улицам будут ездить электромобили. Как по мне, выйдет достойный конкурент популярному городу Дубай. Плавучий город Пангеос, Саудовская Аравия. В этой богатой арабской стране могут создать еще один мегапроект – построить футуристический плавучий город в форме черепахи. Пангеос был предложен и спроектирован итальянским дизайнером Пьер Паоло Лицарини. Его название происходит от Пангеи, суперконтинента, существовавшего миллионы лет назад. Длина конструкции составит 550 метров, а ширина с учетом ласт – 610 метров. Здесь будут виллы, пентхаусы, отели, много зелени, развлекательных заведений и никаких вредных выбросов. За счет питания от энергии солнца, ветра и волн черепаха сможет плавать практически без остановок и перевозить до 60 тысяч гостей. Но пока это только концепт. Для строительства нужно 5 миллиардов долларов и 8 лет. Лацарини считает, что именно Саудовская Аравия может заинтересоваться реализацией проекта. Если власти страны утвердят этот грандиозный проект, то Пангеос станет крупнейшим плавучим сооружением
в истории. Earthscraper Mexico City, Мексика. Пока другие страны строят небоскребы до самых облаков, Мексика решила построить город-небоскреб под землей. Идею подали архитекторы из мексиканской компании BNKR Архитектура и назвали этот проект Earthscraper, то есть землескреб. Проект, выдвинутый в Мехико в 2015 году, представляет собой перевернутую пирамиду из армированной стали и стекла. Здание будет уходить под землю на глубину 300 метров, и в нем будет насчитываться 65 этажей. Почему это считается городом, а не домом? Потому что здесь смогут работать и полноценно жить люди, не поднимаясь на поверхность. Они будут обеспечены теплом, водой, пищей, энергией и светом. Первые 10 этажей землескреба будут отведены под музеи, посвященные ацтекам. Далее будут места развлечений, еще ниже жилые помещения, за ними офисы, и в самом низу будут структуры, обеспечивающие функционирование города. Earthscraper смог бы решить проблему перенаселения Мехико, но отсутствие финансирования и расположение Мексики в сейсмоопасной зоне заморозили работу над проектом. Great City, Китай. И снова возвращаемся в Китай. Зеленый город Great City – масштабный проект, направленный на ограничение воздействия людей на окружающую среду. Его основная фишка заключается в организации удобного пространства с высокой плотностью населения и комфортной средой. Если в цифрах, то на площади всего в 1,3 квадратных километра планируют поселить около 80 тысяч человек. На дорогах Great City будут отсутствовать автомобили, транспортные коммуникации будут вынесены под землю, но благодаря особой планировке до любой точки города можно будет добраться менее чем за 15 минут пешком или на велосипеде. В зеленом городе построят экологически чистые здания, работающие на возобновляемых источниках энергии, и значительную часть территории покроют парковой зоной. Город будет использовать на 48% меньше энергии и 58% меньше воды, чем обычный город с таким же населением. Great City — это будущий своеобразный город-спутник китайского мегаполиса Чэнду. Концепцию Great City разработала чикагская компания Gordon Gill Architecture. Проект был запущен в строительство осенью 2012 года. Ocean Spiral, Япония. Первый в мире подводный город Ocean Spiral планирует ввести в эксплуатацию в 2035 году. Проект разработала японская компания Shimizu Corporation в 2014 году. Уникальный город будет представлен в виде полой сферы диаметром 500 метров. Огромный шар построят из легких материалов и поместят у поверхности воды. В центре сферы соорудят огромное здание, где будут жить и работать до 5000 человек. Вокруг него разместятся магазины, кинотеатры и прочие помещения и инфраструктуры. Второй частью подводного города станет массивный донный модуль, поддерживающий жизнедеятельность. Здесь будут выделять кислород из углекислого газа, генерировать энергию, используя разницу температур, и получать пресную воду за счет гидравлического давления. Конструкция будет держаться на массивной спирали, уходящей в глубину на 15 километров. Технологий, способных реализовать этот проект, пока не существует. Но, по мнению ученых, к 2030 году они должны появиться. И имея в запасе 5 лет времени и 26 миллиардов долларов, эта концепция станет реальностью. Это была десятка уникальных городов будущего. Как вы думаете, есть ли у этих футуристических городов шансы стать более востребованными, чем обычные города? Или человечество пока не готово к таким инновационным решениям? Делитесь своими мыслями в комментариях.